значит, запомните, комната 2315, живут Роман и Глеб. Я как человек, который любит порядок, захожу туда и вот как по минному полю хожу. Потому что ощущение, что просто кинули гранату в кучу вещей и их раскидал. Рома пока отдыхает, у нас утро, Рома спит. Глеб уже в практике, собственно, везем ему рукав. Без него он играть не может. Комната 2311. Здесь живу я и Матвей. У нас комнату показать можно. У нас чисто, прибрано. На самом деле Матвей очень дисциплинированный и с ним живется очень хорошо, потому что он стабильно встает утром, стабильно идет на завтрак. В общем, Матвей — это стабильность. Хорошо с ним жить. Тихий, спокойный сосед, который перед сном лежит на аппликаторе Кузнецова. Кто знает, плюс в чат, полезная штука, кстати, для шеи и для спины. Ну и он сам меня будет часто, признаюсь, грешен. Nine Pandas. Тебе не можно, Матвей? Я всех. У нас закончился дождь, и мы вышли на улицу поснимать. Сегодня у нас второй выходной день. Вчера был первый. Вчера мы не трогали парней, предоставили им полную свободу действий. И я думал, честно говоря, что они выйдут куда-нибудь погулять, но все время они провели в практике, просто играя пабы и смотрели сериалы. Сегодня по плану у нас Миера зайдет в гости на стрим к Никсу, а Соло зайдет на стрим в гости к Энесу. Едем в практис. Тут, кстати, есть такие защитные пленки, но самое главное на них не облокачиваться. Глеб, ты будешь что-нибудь? Что-нибудь сильненькое говорит. Боя набрать? Бери стикер. Сладкое не это. Постирал рукав? Да, я ему постирал рукав. Сам? С мылом, под раковиной. Как Меня в вообще не школе. постирал. Это ошибка. А? Это ошибка. Ошибка? Потому что нельзя стирать до конца дня. А мне вообще не постирал. Да. Заканчивай. А твои рукава я стирать не буду, ты слишком взрослый парень. Вот она, вечная работа менеджера. Носишься как белка в колесе. В прошлом влоге вы вроде бы меня видели, когда я носился и с матами кричал на ресторан. Сегодня утро поспокойнее. Нам по-прежнему нужно разобраться с парой задач, и одна из них — подобрать форму, потому что наши ребята сегодня пойдут на стрим в гости к Никсу и Анесу. Это два разных стрима. Необходимо, чтобы они все были в красивой форме и в красивых рубашках Bali Edition. Пойдемте, отнесем ее к Леше. У меня есть свой стук, чтобы люди не думали, что это рум-сервис. Слышу звуки за дверью, но почему-то никто не открывает. Опа. Здорово. Так, короче, есть рубашка. Футболку тебе надо? Или просто рубашку оденешь и так ходишь? Все, тогда четко. Будем ждать матча Бэтбум. Я заказал снеков и первый раз вижу, чтобы их доставляли в коробке. Обычно доставляют в пластиковых пакетах, но в Индонезии пластиковые пакеты запрещены на законодательном уровне. И здесь, если вы помните по прошлым нашим влогам, кофе Starbucks и заказы из Макдональдс мне доставляли в пакетах из ткани. А сейчас вообще картон, что в принципе очень экологично. Пиццу он вдох. Korean Spicy Chicken. Сок. Coconut Water. Хариба. Опа. Такие даже есть чизи чиз. Не разъемные. На, мочи. Давай, Понеси. Так, для безопасности. А что это вообще такое? И нужно попасть в эту штуку, попасть. Не шея? Да. Нет. Все. Сейчас идут выходные, парни все равно играют в паблики, очень много пабликов, смотрят игры. Я смотрю все игры, прошлые игры смотрю, нынешние, которые сейчас вот начнутся. В принципе, готовимся плюс-минус ко всем командам, которые сейчас на турнире есть, потому что там нет такого, что нужно готовиться к квест отдельно, кастер отдельно, нужно готовиться ко всем, чтобы мету понимать. Мы сейчас этим занимаемся, но плюс-минус думаем, что будем с квестами играть. Астер, наверное, победят. Но мы смотрим просто репки и тех, и тех. И я думаю, одинаковые, честно, что Астер, что Квест. Потому что Астер хорошая команда. Я не знаю, почему все думают, что Квест победят. Астер достаточно сильная команда. У них очень сильные исполнители, у Квест очень сильные исполнители. Поэтому нет такого, что мы кого-то хотим конкретного. Играбельные и те. И Астер и Квест, в принципе, обыгрывали нас. Поэтому я думаю, что предпочтения есть какие-то. Они оба в хорошей форме. Астры тоже хорошо играют. Но нам в целом удобно и с теми играть.
Сейчас поедем на стрим. Все для медийки. Работаем. Ну, вряд ли люди сидят. День я не ожидал, что тут вот... Да, мужики. Ну вообще он нормально играет, но... А ты Ну, тут даже под... вроде уже был опытный, но сидел опытный. Ну и, собственно, и такая вот рубашечка, да? Не, вообще, кстати, рубашку я бы показал, она реально супер. Не, рубашка еще хорошенькая, реально. Вчера отдыхал с девушкой на пляже весь день, потом поужинал, потом проиграл 7 пабликов подряд, лег спать, потом пойду играть в пабы. Надеюсь выиграть 7 пабликов подряд, отыграться. Ожидания от соперников. Все равно с кем играть. Если хочешь выиграть турнир, надо побеждать все команды, поэтому пофиг. Вообще похую. Классно пойдем. Хорошо. Классно пойдем. А ты не хочешь откинуться до низа? Зачем? Как будто ты не на полную Нет, делаешь? надо, чтобы всегда в напряжении было. А, Если ты вот так вот делаешь, у тебя расслабляется тут. да, есть А такое. так ты делаешь, у тебя всегда напряжение. Я ее делаю не вот так вот, а типа просто ставлю на карты. Вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так. Ну, ее нереально сложно делать именно, если лежа. Но я еду 40 км в час. Что эти параметры вообще означают? Время понятно, калории понятно, скорость понятна. Это все понятно. Как все малые труются в зале. Алдар еб... Меня, можно сфоткаться? Ну, я вечером 40 Не свой. Это ты сфоткался на видео? Конечно. Play Russia. Or we take something like here. Я эту второй раз вижу, Я блядь. так убивал точнее. Так он, если что, бомб наставил, пиздец, нереальное количество раз. Game is just out of control. It is very illogical. Это Заин, да, играл в них уже? Да, это вообще, это жизнь просто. Сейчас пойдем в соседнюю комнату, Глеб, заканчивай. Убивай. Я ревнул. Кто за драфт у вас отвечал? Не я. Алясик? Не я. Просто 2500 за чела дали. Okay, for real, these gonna be my favorite. Damn it, champion. Вы что, гоните? Вы что, гоните? Охуеть! Они убили 5. Если типа проиграем, то на вертолете до ресторана сказали. Shred running in. The Shred trying to go it on BK. He's going to be the How you winning games? Че, заебался? Хорош, поздравляйте. Эти монстры. Это было жестко. Nine Pandas. А вот и начался долгожданный плей-офф балийского мейджора. Мы сегодня сыграем свой первый матч в этой стадии, но в целом плей-офф начался еще вчера. Мы отдыхали и болели за уважаемых венеров из Восточной Европы, а сегодня нам и самим предстоит попробовать себя на прочность во встрече с Астер. Второго шанса не будет, никаких ошибок, никаких оглядываний назад, либо все, либо ничего. South for lane success. Right now, 2K lead out of these. И отдельно, наверное, хотелось бы рассказать вам про ситуацию с Бэтбум, потому что ситуация из ряда вон выходящая, я первый раз вижу такое на турнирах. Что, собственно, произошло? Вчера Бэтбум выиграли свой матч в верхней сетке и должны были идти до гранд-финала по ней. Но так случилось, что игрок Pure во время паузы, которая длилась 50 минут, альтабнулся, и администраторы увидели, что у него открыт Twitch-стрим их же официального матча, который кастил Никс. Это прямое нарушение правил. Сегодня с утра турнирный организатор вынес решение о том, что они дают им пенальти, но затем, спустя некоторое время,
Они изменили свое решение и дали им технический луз. Из верхней сетки Bad Boom таким образом упали вниз и должны были сегодня играть против Azure Ray. И этот матч состоится. Но дополнительно к своему решению они вынесли еще одно, что команда Bad Boom должна играть со стендином. То есть они дисквалифицируют Пьюра до конца турнира. Играть вместо него будет Resolution. Честно это или нет, у каждого своя точка зрения. Я считаю, что это не совсем честно, потому что вы и так дали уже команде тех луз, и они и так уже упали в нижнюю. В общем, не суть. Bad Boom сейчас будут играть с Azure Ray. Мы будем смотреть их матч, параллельно готовиться к своему. Team Spirit, к сожалению, вылетели с утра с турнира. Остались Bad Boom и мы. Если сейчас проиграют наши друзья, то получается мы будем единственными представителями Восточной Европы под конец дня. Болейте за нас, посмотрим на результат. Да это пацифист на НЧ, Лёх, ну что ты от него хочешь? Блок Биг Кем. Биг Кем. Это СФ, это Паркер на СФ. Сегодня крах СНГ, поэтому мы сегодня проиграем шансов. 2 по 20. Нас просто выебет Сумаил. Настрой просто охуенный. Мы реально готовы сосать. Ну, ребята, играем против Морфа, нам будет тяжело, но я думаю, мы справимся. Будем показывать лучшую игру на сайдах, на центральной линии, на сложной линии. Да, так что, ребят, болейте за нас. Может ёбнем их, может не ёбнем. Тут одно из двух, знаете. А есть третья роль? Третье? Да. Ну просто не играть. О, это прикольно. Просто пусть дисквалят нас на... Как Bad Boom? Вместе с Bad Boom. В целом шансы есть. Просто Астер будет играть за жизнь. Братик, Они сейчас достанут все ножи, брать своего марсианина в харду, там, Легион Командера, Скаймага. Да, это... Самоид там на Эйбер, Шторме пойдет, там на тяжело нам будет сегодня, тяжелый день. Да будем играть, как обычно. Там Матюхи дадим, Сумонера, Владу, там, Рубика дадим. Ну, кстати, падло на Рубике играть, но мы все равно дадим ему. Глеб, может, в Эрк вдруг дадут. Кэрри будет либо Сладар, либо Фреон. Вообще, честно, вот, серьезный комментарий. Мы вначале узнаем вообще результат матча Azure Ray Bad Boom, и если вдруг каким-то чудом Bad Boom выиграют, то нам пизд. Но если вдруг они проиграют, тогда мы будем играть на Астер. Ванька дисквалили, там надо будет сейвить им слот на инт. То есть все зависит от Bad Boom сейчас, наш настрой. Глеб сказал, что будет играть за жизнь. Игры поздние, пьем кофе, пытаемся зарядиться. На улице дождь, темно, по ощущениям вообще почти полночь. Для тренера это будет 4-я кружка кофе за сегодня, для Лехи будет 2-я, для остальных 1-я. Кофе приехал. Проебал. Вот это мое. Nightfall. Fine, Nightfall's caught in the combo at the front of it all. Nightfall trying to heal up, but he's gone. He's dead, 120. Out for 2 minutes. Jump forward over towards GPK as well. Вот он, блядь. Последняя надежда наша команды Bad Boom, блядь, стоит. Банды! Смотри, как пришли сразу, да, к нам обниматься. Подожди, мы когда вас игру играли, я у вас смотрел, блядь. Звук протаскивайте последний раз, я тебя умоляю. Просто. Да как же он опять протаскивает? То есть нам надо выиграть, чтобы Bad Boom на инт попали. Так, парни, стримы все закрывайте сразу, вот прям сейчас. Я мотивационную речь сказать вам или не надо? За СНГ, нахуй, пожалуйста, блядь. Точно Европа. Дайте обним. Один раз. Ребята, мне сейчас такой флешек, у меня руки дрожат, я не могу. Seconds. Sumail. They just throw everything down. Elido and the Raw coming out to get the kill, which they will find. He's trying to do some wave cutting Or shenanigans. they're going to get him. He's out tier 4. Dying. He's got to just go for it. They'll break the link. This game one. Today, a bit cleaner. Monet only has the 1 death. Very impressive. Странная история. После инцидента с Bad Boom и Альтабом админы начали на все матчи плей-офф включать OBS на всех компьютерах, якобы для записи, для безопасности, чтобы был какой-то пруф, обезопасить себя, обезопасить нас. Они пришли к нам неожиданно, в том плане, что неожиданно стали включать OBS. Я говорю, это влияет на FPS. Игроки с этим были не согласны. Я начал переговоры с маршалом, сказал ему, что мы не будем играть с OBS. Вы можете ставить 2 администраторов, одного с одной стороны, другого с другой. Он должен следить за всем матчем. Они сказали, окей. Проходит 5 минут, начинается драфт. Я уже иду в смотровую. Мне звонит главный администратор, говорит, можете подойти. Я подхожу, здесь стоит 6 админов. Просто 6, блядь. И все мне просто в один голос говорят, мы не можем начать матч, пока не запущено OBS.
В общем, я с ними спорил. Они сказали, что у всех команд он был запущен. Я написал Team Spirit, я написал Bad Boom. Те подтвердили, что все 10 игроков играли с опсом. Я сказал, окей, давайте запускать. Но если вдруг какие-то будут проблемы с FPS, мы его сразу выключаем и продолжаем матч играть без него. Они согласились. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Не, по ощущениям сейчас 60/40. Yeah, they're actually gonna go for him. Okay. But the global, with that, okay. All right, they can get more. They actually get Pichu. And Nice. Bounces back up in 10 seconds. Global's popped into the control onto Monet. Monet's in jump around to Monet. Concoction's ready to follow. Samel will get healed up, but there's the Black Hole to close this. Aster, last game they did end up making that recovery even. Слушай, слава богу, слава богу, я домик взял на них. Еще играем. Лёш, давай, заходи на слот. Бля, самое нервное, это вот, когда ты все воспринимаешь очень близко к сердцу, очень близко. Почему? Потому что киберспорт это, конечно, очень круто все, но эмоции, когда появляется вот эта вот связь с людьми, связь с командой, хочется больше побед. Ну и плюс там, блядь, такие исполнители у нас катают. Просто главное крепко набирать. They're ready. But the telekinesis, the spears there will be tanked by Miro. Key attackers free to jump out. In fact, they get the call onto the two of them. All right. Big damage. This time it's Aster walking into a terrible fight as they quickly lose both Monet and XXS. Miro, he's Inside the tree line, dropping the remnants. They just spot out any sort of attempted approach from Aster. Miro, what call is he gonna get? Is he gonna find the Slark? They're gonna see Baboka. They're gonna hold Baboka outside of the pit. Jump forward with the instant silence. XXS jump forward from Miro with the call. They've taken the Mars out. They've taken the Enchantress away. Power out, even without meta. Might just miss. He's in, he's looking for the Rubik, he's been able to get the grab on a Pichu. Mystic Flare comes down, Pichu, he's out. He's got Can't even do anything for and himself. now they go straight towards him. King Right to Samel. and Samel with the call. Baboka. PG is called. Что, Шторм разъебал, Траблейд разъебал. Пусть проветривает. Хорош. Борцис, блядь! Че, был мандражик? Был, ты говорил? За что? Где-то я на рейте. Ты молодец! За Данька, блядь, в смысле похуй? Я там на рейте уже. Ты молодец. Ну чё, давайте поставляйте семью. Если, блядь, поставляй. Прописалка, блядь! Все, что нужно, мы сделали. Бэтбум платит, да? Можно полная зимища уже. Блин, да, вообще рад, что прошли. Завтра будем играть на сцене. Все ребята из ЦИС уже вылетели у нас. Мы последняя надежда СНГ, поэтому будем стараться и будем побеждать. Верьте в нас, ребята. Ну что, этот непростой день завершился, в нем было много сюрпризов, для кого-то неприятных, для кого-то приятных. И он завершился для нас на прекрасной ноте, на ноте победы над командой Астер. Мы чувствовали невероятную поддержку не только наших болельщиков, но и, наверное, всего региона. Особенно за нас болели ребята из команды Bad Boom, потому что мы своей победой сильно увеличили их шансы на выход на International. Было очень круто, было очень вайбово, и надеюсь, что завтрашний день будет ничуть не менее ярким. Правда, завтрашний день наступит вот уже совсем скоро для нас, уже 1:30 ночи, и мы играем завтра вторую серию дня, так что все идем высыпаться.